Если вы задумываетесь об инвестициях и еще не знаете, чего бы вам такого прикупить, то у меня для вас есть выгодное предложение. Как насчет того, чтобы купить динозавра? Я не шучу, купить настоящий скелет, которому сотни миллионов лет. Это возможно, если вы богатый, упрямый и немного эксцентричный. Древние окаменелости стали инвестициями не хуже искусства. Цены растут год от года, коллекционеры сражаются на аукционах, а музеи вынуждены уступать миллиардерам. За скелеты платят миллионы долларов. Как это вообще работает? Частные коллекционеры, научные музеи и инвестиционные фонды участвуют в торгах. Чем крупнее, полнее и зрелищнее экспонат, тем выше финальная цена. Иногда один только череп может стоить как квартира в центре столицы. В этом выпуске десятка самых дорогих динозавров, проданных с молотка. Кто они, сколько стоили и почему именно столько. Сейчас все расскажу. Скелет аллозавра 70% сохранности. Продан 13 октября 2020 года на аукционе отель Друа в Париже. Финальная цена более чем вдвое выше ожиданий. Вместо 1,5 миллиона аж 3 миллиона 520 тысяч долларов. Покупатель пожелал остаться анонимным, но известно, что это почти полный скелет древнего хищника, одного из главных охотников своего времени. Кем был аллозавр? Аллозавр – один из самых известных хищников позднего юрского периода, около 155-145 миллионов лет назад. Обитал на территории современных штатов Америки, Португалии и, возможно, Танзании. Длина до 12 метров, масса около 1,5 тонн. Характерная особенность – огромная голова с острыми зубами и мощные передние лапы с 3 когтистыми пальцами. Аллозавр был верховным хищником в дотираннозавровую эпоху. Он охотился на крупных завроподов, вроде диплодока или комарозавра, возможно даже группами. В строении черепа ученые находят черты, намекающие на способность разрывать добычу ударами челюстей, как топором. Интересно, что именно аллозавр, а не тираннозавр Рекс, был звездой первых фильмов и выставок 20 века. Он стал символом динозавров задолго до того, как мода перешла к тираннозаврам. Следующий лот – Максимус. Череп тираннозавра Рекс стоимостью 6 миллионов 69 тысяч 500 долларов США. Продан 9 декабря 2022 года на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Это самый дорогой изолированный череп динозавра в истории. Из 39 костей, составляющих череп Тирекса, в этом экземпляре 30 оригинальных, то есть не реплики и не реставрация, а это редкость фантастического уровня. Если вкратце, то тираннозавр Рекс буквально король ящеров-тиранов, самый известный динозавр планеты, жил около 68-66 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде в Северной Америке. Один из последних и самых совершенных хищников своего времени. Длина взрослого T-Rex могла достигать 12,5 метров, масса до 8-9 тонн. Он обладал колоссальной силой сжатия челюстей до 6 тонн на квадратный сантиметр и самыми крупными зубами среди всех плотоядных динозавров, до 30 сантиметров длиной, если измерять с корнем. Несмотря на массовую поп-культурную репутацию гигантского убийцы, последние исследования показывают, что T-Rex был не только охотником, но и падальщиком. А еще у него было отличное обоняние и, возможно, бинокулярное зрение. Он мог видеть глубину, а не только движение, как считалось ранее. Следующий на очереди – Гаргозавр, примерно 6 миллионов 100 тысяч долларов. Был продан 28 июля 2022 года, все на том же аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Это первый полный скелет гаргозавра, когда-либо выставленный на открытых торгах. Покупатель получил не просто динозавра, он получил право официально дать ему имя, что крайне редко для частных владельцев. Тут у вас может возникнуть вопрос, почему он так похож на тираннозавра?
Горгозавр – хищный теропод и близкий родственник тираннозавра. Название переводится как «страшный ящер», горгос от греческого «страшный» или «грозный». Жил в позднем меловом периоде около 76-75 миллионов лет назад, в основном на территории современных Канады и северных штатов США. По строению тела был очень похож на T-Rex, но мельче и, как бы сказать, стройнее, около 8-9 метров в длину, с весом до 2,5 тонн. Тем не менее, для своего времени он был альфа-хищником, возглавляя пищевую цепь в экосистемах Лирамидии, древнего западного побережья Северной Америки. Он имел более длинные лапы, чем T-Rex, с 2 когтистыми пальцами. Очень часто находят окаменелости юных особей, что позволяет изучать рост и развитие тероподов. Судя по строению черепа, был адаптирован к быстрой атаке, а не сокрушительному укусу. Примечательно, что в некоторых музеях скелеты горгозавра выставляют как молодого тираннозавра, настолько они схожи внешне, но генетически это отдельный род. Еще один интересный экспонат – Тринити, композитный тираннозавр Рекс, 6 миллионов 130 тысяч долларов. Продан 18 апреля 2023 года на аукционе Коллер в Цюрихе. Это не один динозавр, а сборный скелет, созданный из останков 3 разных особей, найденных в США. Подлинный материал составляет около 50%, остальное воссоздано из аналогичных костей или с помощью 3D-печати. Несмотря на это, скелет ушел за более чем 6 миллионов долларов. Еще одно доказательство, насколько востребован T-Rex. Почему его так назвали? Имя Тринити от английского «троица» отражает состав скелета. Он собран из 3 разных T-Rex возрастом около 67 миллионов лет. Это первый раз, когда композитный скелет тираннозавра выставлялся на европейском аукционе. И хотя палеонтологи предпочитают цельные образцы, частные коллекционеры охотно платят и за такие гибриды. Визуально они ничем не уступают цельным, особенно в музейной экспозиции. Главное, оригинальные кости действительно принадлежат виду тираннозавр Рекс, а не более мелким или дальним родственникам. Интересный факт, что хотя в культуре тираннозавра чаще изображают как одиночного охотника, современные гипотезы допускают, что он мог жить и охотиться в семейных группах, особенно в молодом возрасте. Встречайте первого великана, вулкан, апатозавр, 6 миллионов 400 тысяч долларов. Продан 16 ноября 2024 года на аукционе Колин Дюбокаш и Барбаросса в Париже. Этот гигант длиной 22 метра, один из самых внушительных экземпляров, когда-либо проданных. Что примечательно, покупатель пообещал передать скелет в музей. Редкий случай, когда частная сделка приведет к публичной экспозиции. Апатозавр – это один из самых известных завроподов, травоядных гигантов. Жил в позднем юрском периоде примерно 150 миллионов лет назад на территории современных США. Длина тела могла превышать 20 метров, масса 20-30 тонн. Название переводится как «обманчивый ящер». Ученые долго не могли классифицировать его кости, путая с другими завроподами. У апатозавра была длинная шея и мощное туловище. Он питался растительностью, срывая ее с помощью грубых зубов, не приспособленных к пережевыванию. Еда проглатывалась целиком. У него был длинный кнутоподобный хвост, возможно использовавшийся для защиты или коммуникации. Долгое время апатозавр считался синонимом бронтозавра, и только в 2015 году было доказано, что это отдельный род. Так что теперь 2 иконных длинношеих титана юрского периода официально разделены. Несмотря на то, что он был травоядным, апатозавр был практически неуязвим. Хищники просто не рисковали нападать на такую махину. Даже аллозавры предпочитали обходить стаю апатозавров стороной. Это то, что мы знаем на данный момент. Встречайте, Большой Джон, трицератопс ужасный.
7 миллионов 700 тысяч долларов. Его продали 21 октября 2021 года на аукционе «Отель Друа» в Париже. Это крупнейший из когда-либо найденных трицератопсов. Длина скелета более 8 метров, а один только череп 2 метра 62 сантиметра. Абсолютный рекорд для своего рода. Ушел в частную коллекцию американского покупателя. Трицератопс – знаменитый рогатый динозавр мелового периода, живший около 68-66 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Название означает «ужасные трехроги». 2 длинных рога над глазами, 1 короткий над носом и огромный костяной воротник сзади черепа. Вот его визитная карточка. Вес взрослого трицератопса мог достигать 10 тонн, длина более 9 метров. Это был травоядный танк, который, по мнению палеонтологов, использовал рога не только для защиты от хищников, но и во внутривидовой борьбе, как это делают современные носороги. В чем уникальность Большого Джона? Его череп самый крупный из всех известных трицератопсов. Скелет на 60% оригинальный, что считается очень высоким показателем. При жизни он получил травму бедра. Следы заживления говорят о том, что динозавр выжил после схватки, возможно, с другим самцом. Интересно, что следы укусов на черепах трицератопсов совпадают по форме с зубами T-Rex. Ученые считают, что они были не только жертвами, но и соперниками, способными нанести смертельный урон даже таким хищникам, как тираннозавр. И снова у нас Сью, тираннозавр Рекс стоимостью 8 миллионов 360 тысяч долларов. Экспонат продан 4 октября 1997 года на уже нам известном аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Это была первая громкая сделка, показавшая миру, что динозавры не только про науку, но и абсолютно серьезный бизнес. Имя Сью дано в честь палеонтолога Сью Хендриксон, обнаружившей скелет в Южной Дакоте в 1990 году. Сегодня Сью – один из главных экспонатов Музея естественной истории имени Филда в Чикаго. Почему Сью – легенда? Во-первых, скелет на 85% оригинальный, что делает его одним из самых полно сохранившихся тираннозавров в истории. Общая длина 12 метров 30 сантиметров, высота в бедре 4 метра. При жизни он весил около 9 тонн, а умер в возрасте около 28 лет, что считается почтенным возрастом для тираннозавров. Сью стала не просто покупкой, а культурным и научным символом. После сделки разразился скандал о праве собственности, закончившийся передачей скелета музею. Сью до сих пор остается объектом множества исследований. У этого динозавра были травмы, патологии, следы болезней, включая инфекцию костей и повреждения челюсти. До тираннозавра Стен, о котором я расскажу чуть позже, именно Сью долгое время держала рекорд цены и задавала планку. Даже по сей день это самый изученный T-Rex в мире. Интересный факт, что строение таза Сью так и не позволило точно определить ее пол, хотя имя женское, динозавр может быть самцом. Пол динозавров, как правило, по костям определить невозможно. Итак, приготовьтесь, мы переходим к топ-3 самых дорогих скелетов динозавров, когда-либо проданных на аукционах. Третье место. Гектор, Дейноних антироп, 12 миллионов 400 тысяч долларов. Продан 12 мая 2022 года на аукционе Кристис в Нью-Йорке. Это самый дорогой представитель рапторов, проданный на аукционе. И что особенно важно, именно Дейноних стал прототипом для культовых велоцирапторов из парка юрского периода. Дейноних – это хищный динозавр раннего мелового периода. Жил около 115-108 миллионов лет назад на территории современных штатов Америки. Название означает «ужасный коготь», и это оправдано. На каждой задней лапе у него был второй подвижный коготь длиной до 13 сантиметров, которым он вгрызался в добычу.
Длина тела около 3,5 метров, масса до 70 килограмм. Несмотря на компактные размеры, это был один из самых опасных охотников своего времени. Быстрый, умный и, возможно, охотившийся группами. Существуют палеонтологические данные, указывающие на социальное поведение, что делает его особенно интересным объектом изучения. Уникальность Гектора в том, что это один из самых полных скелетов дейнонихов, сохранившихся до наших дней. Отличная детализация черепа и конечностей, и продается крайне редко. В основном такие экспонаты находятся в музеях и университетах. Удивительно, но до официального описания и названия дейнониха в 1969 году динозавров считали вялыми и медлительными. Именно он перевернул представление о тероподах и стал символом новой палеонтологии – активной, динамичной и научно точной. Второе место. Стен. Самый дорогой тираннозавр Рекс стоимостью 31 миллион 800 тысяч долларов. Продан 6 октября 2020 года на том же аукционе Кристис в Нью-Йорке. Эта сделка побила все прежние рекорды и в буквальном смысле изменила рынок. После нее цены на окаменелости динозавров взлетели и начался настоящий бум. Скелет Стена ушел почти за 32 миллиона долларов. Его приобрел Эмират Абу-Даби, и в будущем он станет центральным экспонатом нового музея естественной истории Абу-Даби. Скелет получил имя в честь Стэнли Сакрисона, палеонтолога-любителя, обнаружившего его в 1987 году в Южной Дакоте. На момент продажи Стэн был одним из самых полных скелетов тираннозавров. Более 70% костей оригинальные, включая череп, ребра, хвостовые позвонки и почти весь таз. Высочайшая степень сохранности, анатомическая точность и крупный размер сделали его объектом желания не только ученых, но и коллекционеров мирового уровня. После этой знаковой продажи коллекционные окаменелости стали восприниматься как полноценные инвестиции наравне с шедеврами искусства. Стоимость в 31 миллион 800 тысяч долларов в 4 раза превысила предыдущий рекорд, который держал тираннозавр Сью. Это вызвало серьезную тревогу в научном сообществе. Музеи больше не могут конкурировать с миллиардерами за такие образцы. Удивительно, но сегодня на основе Стена выпускаются десятки 3D-копий, выставляемых по всему миру, от Японии до Саудовской Аравии. Он стал своего рода лицензированным брендом в мире динозавров. Приготовьтесь. Первое место. Абсолютный рекордсмен. Апекс. Стегозавр стоимостью 44 миллиона 600 тысяч долларов. Продан 17 июля 2024 года на аукционе Сотбис. Это абсолютный рекорд в истории палеонтологических аукционов. Самый полный и анатомически точный стегозавр, когда-либо найденный, был приобретен миллиардером Кеннетом Гриффином. Экспонат уже передан в Американский музей естественной истории, где станет центральной звездой зала юрского периода. Стегозавр – это один из самых узнаваемых динозавров юрского периода. Жил около 155-150 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Длина взрослого животного до 9 метров, масса около 4-5 тонн. Его главные отличительные черты – это двойной ряд костяных пластин на спине, возможно использовавшихся для терморегуляции или демонстраций, и 2 пары острых шипов на хвосте, знаменитый тхагамайзер, который служил оружием против хищников. Но почему Апекс является абсолютным рекордом? Дело в том, что более 90% его костей оригинальные, невероятный уровень сохранности. Его пластины и хвостовые шипы сохранились в полной анатомической связке, что позволяет точно реконструировать внешний вид. И, наконец, у скелета обнаружены редкие следы мягких тканей, что крайне редко встречается в ископаемом материале. Несмотря на репутацию глупенького динозавра из-за маленького мозга размером с грецкий орех,
Стегозавр обладал сложной нервной системой в тазовой области, которая могла управлять задними конечностями и хвостом независимо от мозга. С 2017 по 2024 года рынок динозавров вырос почти в 6 раз. И судя по спросу, это только начало. Битвы между миллиардерами и музеями, эксклюзивные права на наименование скелета, реконструкции с миллиметровой точностью и ажиотаж на каждом аукционе. Палеонтология неожиданно превратилась в арену престижных и дорогих сделок. Так что если вы мечтаете купить Lamborghini, яхту или остров, подумайте, может быть, динозавр – это более престижное и долговечное приобретение. А это были 10 самых дорогих динозавров, десятки миллионов долларов, сотни миллионов лет. От стремительных хищников вроде Дейнониха до бронированных титанов вроде стегозавра. Каждый из этих скелетов продавался на уровне шедевров искусства. Поддержите канал, если вам понравилось. Подписка, лайк и обязательно напишите в комментариях, какого из этих древних гигантов вы собираетесь прикупить в ближайшее время. Еще увидимся.